котлетики. Сегодня у нас утренний подкаст на произвольную тему по поводу обучения в такой стране, как Словения. У нас с вами по графику, по плану. Я кушаю, крашусь и параллельно все вам рассказываю, поэтому оставайся с нами, если хочешь узнать побольше про обучение за границей. Вот здесь будут вопросы, и я буду отвечать на них, чтобы вы все понимали, на какую тематику мы говорим. На каком языке учусь? Сложно ли учиться не на своем языке? Я учусь на славянском. Я его учила перед поступлением. На самом деле несложный язык, учитывая группу языков, с которыми я была уже до этого примерно знакома. Он довольно-таки схож с нашим. У меня даже были шутки у родителей, что, мол, зачем ты его учишь? Например, Сэмшейл или что-нибудь такое. Очень много всяких таких слов. Еще проще, когда ты сидишь и учишь это все в среде, в которой должен, то есть на месте уже в стране. У меня так не получилось из-за того, что началась ситуация в мире, о которой мы все довольно-таки деликатно разговариваем. В связи с этим я учила дома. Сейчас пойду за спонжиком. Сегодня я планирую делать makeup without makeup, то есть с таким бьюти-балмом для лица вместо хайлайтера и всяких прикольчиков. Я начала учить славянский в России. На это потребовалось мне, чтобы понимать все, что говорят, хотя бы 90%. Мне потребовалось от, наверное, 4 месяцев, потому что на 3-м месяце я понимала, наверное, 40%, где-то 50%, и, наверное, где-то к концу 5-го я прям уже понимала полностью, о чем идет речь, и могла хоть как-то, сформулировать что-либо. Все поддерживают, все довольно-таки спокойно относятся к тому, что я говорю на английском, но у меня нету проблемы с пониманием. То есть я понимаю все, о чем говорят преподаватели. То есть я им упрощаю работу. У меня есть подружки, которые мне помогают, если там есть какое-то слово. Здесь много диалектов. Из-за того, что Словения в целом страна такая, как полудеревневая, то есть здесь очень много всяких регионов, типа village, и из-за этого очень много разных диалектов, где, например, носки в одном регионе звучат по одному, в другом вообще по-другому абсолютно, то есть там вообще несоприкасаемые слова. Пришла, у меня оказался довольно-таки очень милый класс, то есть я села, меня сразу девчонки между собой там как-то так схватили, скрутили, сказали: так, ты понимаешь, ты не понимаешь. То есть, я для них тоже, наверное, своего рода как что-то непонятное и интересное, то есть разнообразие занятий. То есть тут можно еще и поприкалываться, что-то поспрашивать или помочь. И все. И преподаватель громко при всем классе сказал, что здесь мы не обсуждаем в классе темы политики, мы не обсуждаем темы, которые происходят в мире. Это вы можете обсуждать дома между собой, но ни в коем случае не в учебном заведении. Тем самым она огородила от лишних вопросов, но у меня довольно-таки спокойные одноклассники, и если я сама не начинаю разговаривать на подобную тему, меня никто не спросит. Все нормально относятся к тому, что я приезжая, все нормально относятся к тому, что я говорю на английском. По поводу самого обучения. Я поступала сюда со вступительных, потому что у меня творческий вуз, и в связи с этим у нас очень много практики, и совсем нету таковых тестов, и я еще на полузаочном обучении, потому что мне так комфортнее. Как у нас проходят занятия? У нас вообще проходят занятия, то, что каждый должен иметь свой ноутбук, без этого дело не то чтобы сильно пойдет. Либо же ты имеешь стационарный компьютер, приходишь на занятия, пишешь лекции, то есть или показываешь файл, отправляешь на почту преподавателю, и он тебе дает фидбэк. Например, печать всяких курсовых работ или проектных — это обязательно. Никого не интересует, есть возможность или нету, ты обязан ее напечатать и обязан ее сдать, потому что при поступлении это должно было, это было указано, так сказать, что будет вестись проектная деятельность. В целом иммиграции, насколько сильно было тяжело влиться во всю эту историю, на самом деле вообще не тяжело. То есть, как я и сказала, с первого дня меня уже приняли девочки,
и мы сразу стали с ними довольно-таки активно общаться, дружить. Потом у нас была поездка в Будапешт с одноклассниками, мы еще больше сдружились как бы между собой, там нашли такие, так сказать, общие темы для разговора. И, кстати, это самое классное, что когда ты поступаешь реально по интересующей тебя специальности, ты понимаешь, что эти ребята, они даже как бы не твои друзья, они твои коллеги, и тебе с ними будет в любом случае интересно что-то обсудить, потому что тогда приходит для вас, для понимания, я не уверена, что многие это знают или слышали, но в Европе поступают в университет либо сразу после школы, есть такой тип тоже, как когда родители сказали иди учись, и все, но 80% ребят поступает только тогда, когда посчитают нужным. То есть некоторые берут там до 20 с чем-то лет отсрочку. У меня вот девочка есть, которая закончила колледж на лингвистику, по-моему, немецкий, английский, что-то такое. Вот. И после этого, сейчас ей уже 23, она поступила в универ. Я общалась исключительно с ребятами, которые здесь, выросли, родились, то есть с местными. Потому что мне это было комфортнее, мне с ними было интереснее, я с ними проводила намного больше времени, чем с теми же самыми русскими. Мы же все переехали не просто так, не потому что сильно-сильно хотелось, а как бы, были какие-то на то причины. И вот одна из причин — это, конечно, контингент наших ребят, наших людей, нашего общения, то есть другая абсолютно культура. Окей, самый главный вопрос. Сколько стоит студенту жить здесь в месяц? Я не буду говорить 500, я буду говорить от 600 и выше. Вот, то есть средний сегмент — это 600-800 евро в месяц, плюс коммуналка в основном. У меня в общей сумме выходит около 1000. Но 1000 это при расчете, что я живу не одна, то, что ко мне там приезжали родственники, что ко мне кто-то мог приехать погостить и так далее. А при учете, что я живу сама, до 1000, где-то, 890, 920, 950, вот в районе такой вот суммы выходит. По поводу продуктов, как я и сказала, около 200-300 плюс-минус. Это если прям совсем жить, шиковать. Но по факту я, опять же, доказала мнение, что можно взять 50 евро и пойти в магазин, затариться, так сказать, на ближайшие 2-3 недели на эти 50 евро прям с головой. Открываю GSU. Поэтому вот так, дорогие товарищи. Я очень буду рада, чтобы вы задавали свои вопросы, писали в комментариях. Может быть, есть тема, которую вы хотите вместе обсудить, и я с удовольствием запишу для вас видео, и мы сможем об этом пообщаться. Поэтому на сегодняшний момент, на сейчас подкаст подходит к концу. Я всех люблю, целую. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на мой инстаграм, пишите свои комментарии, ставьте лайки и не забывайте сделать кнопочку серой. Все. Всем хорошей недели. Всем пока. До новых встреч.